Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Виктория. Наконец я закончила свой костюм. В предыдущем ролике мы с вами шили худи. Кто не смотрел это видео, я оставлю ссылочку в описании. А сегодня мы пошьем с вами трикотажные брюки на резинке. За 20 минут построим простейшую выкройку брюк, с которой справится даже новичок. И эту выкройку вы с легкостью сможете трансформировать практически в любую модель брюк. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться. Приступаем к построению наших брюк. Самый простой способ — это купить журнал Бурда. Практически во всех изданиях есть модель спортивных брюк на резинках с карманами. Выбрать нужные параметры своего размера, выкроить и далее продолжать уже отшивать брюки. Но также можно построить очень быстро, в течение получаса, выкройку. Что нам для этого нужно? Нам нужны длины: обхват талии, обхват бедер, длина изделия, длина от талии до колена, обхват колена, обхвата низа наших брюк. Что нам нужно сделать? Для начала отступите примерно от верха где-то сантиметров 5 и с боковой части листа примерно 5-10 сантиметров. Так, для начала нам нужно отложить нашу длину изделия плюс 2 сантиметра. В моем случае это 90 моя длина изделия плюс 2 сантиметра, 92 сантиметра. Назовем точками А и точка Б. Теперь из точек А и Б вверх откладываем длину 1/4 обхвата бедер плюс 1 сантиметр. В моем случае это 25,5 сантиметров. Ставим точки B1, А1. И теперь нам нужно из точки А к точке Б отложить длину от талии до колена. В моем случае это 64 сантиметра. Получаем точки К, К1. Теперь из точки А к точке К мы откладываем длину 1/4 обхват бедер плюс 1/10 обхват бедер. У меня это получилось 34,3 сантиметра. Поставим точка А2, А3. Теперь из точки А2 вверх откладываем 7 сантиметров. И из точки А3 также 7 сантиметров. Допустим, здесь у нас А4, А5. Из точек А2 вниз и из точек А3 вниз по 8 сантиметров. Допустим, А6, А7. Теперь нам нужно продлить участок А2 и А3 1/20 обхват бедер. То есть от точки А3 мы откладываем величину 1/20 обхвата бедер. У меня это 4,9 сантиметров. Поставим точку А8. Теперь соединяем точку А8 с точкой А5 прямой. Замеряем этот участок и делим его пополам. У меня 8,5, даже нет, 8,4. Делю его на 2 по 4,2. И соединяем. Допустим, это точка О. Точку О с точкой А3.
Измеряем этот участок 4,3. Делим его пополам. Где-то по 2, почти 2. Так, О1. Соединяем точку А8 с точкой О1, О1 с точкой А5 прямыми. И теперь нам нужно эти участки немного скруглить. Вы можете это делать вручную. Я сделаю это с помощью лекала. Теперь мы измеряем участок А8 с А2. У меня это 30,5. Делю его на 2. По 15-25. Здесь откладываем. И вот этот участок 15-25 мы откладываем по всей длине. Проводим прямую линию. Это, можно сказать, мы провели нашу долевую. Если вы даже будете по этой выкройке строить брюки костюмные, то вы можете смело эту линию уже закладывать ее в стрелку. Теперь нам нужно отметить наши ширины. Вы берете обхват низа нашего. У меня это 37 сантиметров. 37 сантиметров я делю пополам и минус 2 сантиметра. В моем случае получается 16,5. 16,5 я делю на 2, то есть это по 8,25 в одну сторону и в другую. Пометим, допустим, здесь у нас H, здесь у нас H1. Также здесь область колена. У меня это 60, у меня 45. 45 делим на 2, у меня будет 22,5. И от середины я откладываю 22,5, делю на 2, это будет по 11,25. 11,25 в одну сторону, 11,25 в другую сторону. У меня выходит за пределы моего прямоугольника эта точка. Теперь мы соединяем, допустим, назовем точки К2 и К3. Точка H1 соединяем с К3 прямой. Точка H соединяем с К2 прямой. Теперь нам нужно прямой соединить точку К3 с А8. И соединяем точку К2 с точкой А6. А8, К3 нам нужно немножечко скруглить вовнутрь. Вы можете сделать это вручную. Я делаю это с помощью лекала. Нужна длина 1/4 обхвата талии плюс 2 сантиметра. В моем случае это 21-25. Что мы делаем? От точки А1 вниз откладываем 2 сантиметра. Допустим, назовем точку Т. Точку Т опускаем вниз на 1 сантиметр.
Т1. Теперь нам нужно точки Т отложить нашу величину 1/4 обхват талии плюс 2 сантиметра. В моем случае это 21-25. И теперь точку 1 мы соединяем, эту мы точку назовем Т3, с точкой Т3. И эту линию нам нужно немножечко скруглить. Я делаю это с помощью лекала буквально на 0,5 сантиметров. И соединяем точку А5 с точкой Т1 с прямой. Точку Т3 соединяем с точкой А4 с прямой. И нам нужно немножечко скруглить наши боковые линии к точке К2. Я делаю это с помощью лекала, вы можете это делать вручную. И на подгибку закладываем вниз 4 сантиметра. Передняя половина брюк у нас с вами готова. Теперь здесь же строим нашу заднюю половину брюк. По низу в области колена добавляем 1,5 сантиметра. Назовем точки H2, H3. В области колена также 1,5 сантиметра. Назовем точки К4, К5. Соединяем точку H3 с К5 прямой. H2, К4 прямой. Теперь нам нужно от точки А8 отложить 1/10 обхвата бедер. В моем случае это 9,8 сантиметров. Поставим точку А9. А9 соединяем с точкой А5 прямой. Измеряем этот участок. У меня это 16. Делим его пополам. 8. Допустим, точка С. И точку С соединяем с точкой А3. Измеряем этот участок. Тоже 8 сантиметров. Делим его на 2. Это 4 сантиметра. И соединяем. Допустим, точка С1. А9, С1, С1 с А5 прямыми. И теперь с помощью лекала или от руки мы немножечко скруглим этот участок. Соединяем прямой К5 с точкой К9. Опускаем А9 точку на 1 сантиметр. Пусть будет у нас А10. И уже А10 соединяем с точкой С1 новой плавной прямой. Так, А10 нам немножечко нужно закруглить в сторону. Камера выключилась.
в самый ненужный момент. Я просто продолжу, расскажу, что я еще сделала после того, как мы скруглили нашу вот эту внутреннюю линию. Теперь нам нужно провести новые линии в области талии. Долевую мы от точки 4 вверх поднимаем на 2 сантиметра. Я пометила точка 2. От точки 2 вверх откладываем 4 сантиметра. Пометила точку 4. И теперь нам нужно соединить точку А с точкой 4 прямой. Далее, теперь нам от точки 4, проходящей через точку А, нужно провести необходимую длину. Это 1/4 обхвата талии плюс 2 сантиметра. У меня это 21-25. Проводим. Я помечаю точку А11. И точка 4А11 нужно немного скруглить. Где-то примерно на 0,5 сантиметров. Продлеваем на 1,5 сантиметра боковую часть точки А2. Я помечаю А10. Соединяем точку А10 с точкой 11 прямой. И после ее закругляем боковую нашу часть. И также соединяем точку А с К4 прямой. И боковую часть мы скругляем. Все, получается, наша выкройка брюк готова. Это наша долевая линия. Эти детали вы переносите сначала переднюю часть на кальку. Дальше даете припуск по всем боковым сторонам и в верхней части по 1 сантиметру. Снизу вам уже не нужно добавлять прибавку в сантиметр, так как у вас уже есть 4 сантиметра. Мы выкроили наши штанины, задняя часть и передняя часть, карманы. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно провести небольшую оттяжку задних штанин. Почему? Потому что при раскрое любых моделей из любых тканей у вас задняя штанина будет короче передней. Поэтому для этого делают оттяжку по внутренней стороне штанин. То есть нам нужно оттяжку сделать примерно сантиметр. Поэтому ставят утюг на середину штанины, накладывают и оттягивают. И это все приглаживают. Можно это сделать 2 раза. И также вот эту часть мы также накладываем утюг и оттягиваем в сторону. Оттяжку мы сделали. Теперь можно смело уже соединять заднюю и переднюю штанину. Сначала подготовим переднюю часть нашей штанины, притачаем наш карман. Можно наметать сначала низ кармана. Далее можно по низу сделать декоративную строчку по желанию. Дальше я на сантиметр подогнула вход в карман и боковую часть кармана. Сметываем и стачиваем, а также вход в карман на машинке. И после мы сделаем боковую строчку нашего кармана. Нам нужно сшить задний шов в первую очередь. Что мы делаем? Сшивать мы его будем французским швом, поэтому, так как у меня основной цвет это темный оттенок, изнанка у меня светлая, я прикладываю изнанку с изнанкой вместе.
скалываем иглами и стачиваем на машинке. И прокладываем строчку 0,7 сантиметров от края. Прошли строчкой. Сейчас нам нужно его прогладить. Разутюжить в разные стороны. Примерно наполовину нужно срезать наш припуск. Выворачиваем в обратную сторону. И нужно будет также его подогнуть, шовчик, и скрыть наш вот этот вот некрасивый край. Все скололи. Теперь нужно пройти 0,7 сантиметров от края строчкой. Это минимум. Вы можете заложить, в принципе, и сантиметр. Застрочить шов нам нужно обязательно на левую сторону и пройтись еще параллельными строчками. Проложили параллельную декоративную строчку, тем самым наш припуск ушел в бок. Так он выглядит с другой стороны. Теперь нам нужно, как и предыдущие действия, повторить с боковыми частями, также застрочить и проложить строчку по центру. Стачали все наши боковые швы, проложили по центру шов. И теперь с изнанки мы также скрываем бархатистые наши края нашим швом. Все сейчас надо сколоть. Как скололи все наши боковые части и центральную нашу часть, и прокладываем также строчку либо 0,7 сантиметров от края, либо сантиметр. Швы мы застрочили, боковые части и передние части. Так, я дала расстрочку по передней части, вторую параллельную линию. И также сейчас такую же расстрочку нам нужно сделать с боковых частей. Все наши, вот у нас область кармана выделяется. Этот припуск мы убираем на ту сторону и проводим здесь параллельную линию. И как мы ее застрочим, нам нужно соединить будет уже внутреннюю часть штанин. Что я сделала? Такой французский шов у нас в этой области не получится. Почему? Потому что вот эти детали слишком толстые, поэтому с моей основной части, темной стороны, я вовнутрь подогнула на 0,5 сантиметров, а задней стороны я на основную часть подогнула 0,5 сантиметров. Что мы будем делать? Мы будем скрывать наш шовчик. То есть этот припуск мы будем накладывать на этот припуск, соединяя между собой вот таким образом.
мы стачаем по этой стороне и с обратной стороны. Мы стачали внутреннюю часть наших штанин. Так выглядит с одной стороны. И с другой стороны она идентична. Теперь нам нужно притачать наш пояс. И по низу брюк нам нужно притачать наш манжет. Как мы измеряем наш манжет? Измеряем окружность низа штанины. Но чтобы манжет у вас был более точным, мы измеряем переднюю часть нашей штанины отдельно и заднюю часть, так как задняя часть будет всегда больше, чем передняя. И из этого расчета мы вырезаем такой манжет. Манжет у меня стоит из двух цветов, и задняя часть больше, чем передняя. Так как изделие у меня двустороннее, поэтому манжет у меня двусторонний. Так мы его, если в сложенном виде посмотрим, он будет притачиваться вот в таком стиле. Заложила я примерно 4 сантиметра на манжет, сантиметр на подгибку и 3 сантиметра под мою резинку. И также с поясом нужно измерить окружность. И вырезать наш пояс. Пояс у меня также состоит из двух цветов. Шириной он 7 сантиметров. Манжет к низу штанин мы притачали. Так это все выглядит. Этот участок я подогнула на 0,5 сантиметров вовнутрь. И теперь нам нужно вывернуть штанину и подогнуть манжет. И мы тем самым скроем все наши припуски нашей подгибкой. Все это надо стачать. Манжет мы стачали. И оставила небольшой участок для того, чтобы продеть нашу будущую резинку. Резинка 3 сантиметра шириной. Теперь что касаемо пояса. Прежде чем его притачать, я отметила 3 равных участка по 1,5 сантиметра, в которые потом я продену будущую нашу резинку. Резинка у меня будет также шириной 1,5 сантиметра. Может быть, этот метод вам не очень понравится, но я решила в этот раз поэкспериментировать. Не захотела вставлять широкую резинку, потом ей по этой широкой резинке давать 3 равные строчки. Мне это бывает очень неудобно, потому что строчка может съехать, а так у меня идеальные 3 строчки. Соединяем пояс с изделием. Я провела уже 3 строчки, в которые будет у меня вставляться резинка, и одну часть низа я наметала. Теперь мы все это скалываем иглами и идем на машинку. Стачиваем наш пояс. Пояс мы стачали с одной стороны, то есть со стороны моей основной части брюк. Теперь нам нужно те края, которые у нас остались не застроченными, надо будет скрыть нашей подгибкой. Все шовчики мы
скроем под нашу подгибку. Это все можно наметать вручную, либо пройтись строчкой на машинке, но оставить небольшой зазорчик для того, чтобы вздеть наши будущие резинки. И после его мы стачаем. Нижнюю часть стачали с нашим краем. Теперь нам нужно будет вот в эти наши дорожки вздеть резинку. И также нам нужно вздеть резинку по низу. Здесь у меня 24,5. Вы можете резинку между собой стачать, либо пройти вручную. Хорошо зафиксировать, чтобы она впоследствии того, когда вы будете носить изделие, не лопнула в самый ответственный момент. Когда вы застрочили между собой резинку, достачали край нашего манжета, то можно еще для того, чтобы наша резинка в последующей стирке, носке не перекручивалась, можно провести по бокам строчки. Тогда уж точно ваша резинка не перекрутится. Ну что, осталось нам вдеть наш замечательный пояс нашей резинки. Я отрезала 3 равных по 66 сантиметров, 1,5 сантиметра шириной резинка. Все, сейчас мы все это соединим. Начинаю с верхней дорожки. Посмотрите, пояс у нас готов. Я считаю, он просто идеален. Строчки идеально ровные. И, кстати, на ощупь нет ощущения, что там вздеты 3 резинки. По бокам я сделала строчку для того, чтобы моя резинка не перекрутилась в случае носки или стирки. Так вот она у нас с обратной стороны выглядит. Все, осталось наше изделие примерить. Примерим мы его полностью с нашим худи и посмотрим, как он смотрится в полном комплекте.